Да я снимаю на видео. Дай зажигалка, Саня, дай зажигалку. На видео снимаешь? Да. Техника была разрушена, боеприпасы уже как бы были на подсосе. Нас убедили в том, что мы проедем, все нормально, все отлично. Просто за 3 дня до того отступило Министерство обороны, мы остались одни, голые на передовой. У нас на то время оставался только УАЗ «Хантер» и два бортовых «Зила». С Богом, хлопці! З Богом! Мужики, що бачите, то і бачите, блядь, похуй, блядь. Окей. Скажеш. Все одно не можу стріляти, в мене тільки ПМС веде, блядь, автомата нема. Мы с уверенностью ехали и думали, что дальше там должны стоять наши ребята, которые прикрывают наш отход. Но мы выехали на высотку и видим спереди, на расстоянии горизонта, в бинокль, я не знаю, может, километра 3-4, да, еще один блокпост, над которым видно этот флаг Новороссии. Мы поняли, что со всех сторон мы окружены. Саня, вали по кукурузе! Попытались объехать в другую сторону, там увидели расположение артиллеристов с флагом России именно. И мы, получается, что мы между этими зеленками заехали в среднюю зеленку и в ней остались, замаскировали машины. Попытались, связи не было мобильной, она полностью вся была уничтожена. По радиостанции смысла нету, потому что расстояние большое. Пытались всякими там смс-ками как-то вот, даже был случай, ну вот вообще, ну нету связи. Вот стоишь, руку поднял высоко, что-то вот вроде бы одна палочка, да, пробивается. Значит, пишем сообщение, нажимаем «Отправить» и подбрасываем высоко, чтобы в этот момент, когда идет отправка, оно все-таки как-то ушло. Командование до конца стояло на том, чтобы мы прорывались с боями. Прорваться с боями мы объясняли, что нет смысла, потому что нету ни техники, ни боеприпасов, потому что все было разбито, тыловые машины полностью уничтожены. Боекомплект, который был на руках, был половину израсходован, то есть оставалось по одному, по 2 магазина, может быть. То есть, ну, это на 2 минуты боя, то есть нас бы как котят, скажем так, в открытом огневом столкновении положили. Ну и так получилось, что вот мы потом приняли решение выйти через российскую границу, объехать Донецкую, Луганскую область и через уже Харьковскую область вернуться обратно. Приехали мы, пограничники встретили нас нормально, но только мы зашли на территорию России, нас встретил батальон «Осетия». Они погрузили нас в КАМАЗы, в непонятном направлении отвезли, потом открыли тенты, это была ночь, темно. Сначала российские пограничники, ну это не были допросы, это просто как бы они записывали всякие анкетные данные, фамилия, имя, воинская часть и должность. Потом приехали непонятные люди, все в черных масках, ну, в балаклавах, с каким-то там непонятным оружием, все обвешаны чуть ли не базуками, да, и по автомату, и по пистолету у каждого. Начали с кузовов доставать грубо, да, потом допрашивали, били, пытали. Все они, скажем так, мы сначала подумали, что может быть какое-то ФСБ их или еще что-то, да. Но я не могу поверить, что
офицер Федеральной службы безопасности может себе позволить находиться с таким, скажем, явным перегаром, в неадекватном состоянии эти были люди. Ну, все были пьяные, и непонятно, то ли они были просто пьяные, то ли пьяные под чем-то. Били просто за то, что в речи у тебя проскакивало украинское слово. Могли подвесить вверх ногами, просто вниз. Стреляли из пистолета возле головы, возле уха. То есть всякими психологическими и физическими способами пытались сломить, добыть какую-то непонятную информацию. Ну и так продолжалось до утра. С утра они поснимали маски. У них джип какой-то, то ли Lexus был, то ли что. Они там уже сидели, бухали, ржали там всех, укропы, там, правосеки и т.д. и т.п. Вы наших людей режете, там, жен насилуете, детей убиваете. Ну, этот бред, ну, мы ничего не могли в тот момент сделать, мы сидели и молчали. Потом приехало чудо российской пропаганды, телевидения, «Россия-24», если мне не изменяет память. Мы так через щели в тенте. Мы это все время, еще 2 суток находились на борту в КамАЗе. А мы так через щели за ними наблюдали. Они там снимали наши 2 зила, бедные, несчастные. Ну, маем-то шо маем, да, на чем приехали, на том и воевали. Они вот, это еще российского производства, советского производства машины, они там их переделывают туда-сюда. Какой-то там репортаж, пару ребят наших молодых, самых молодых выбрали на камеру, там их заставили что-то сказать, что, мол, вот нас все бросили, нас командование предало, там и т.д. и т.п. Ну, допустим, если кто-то из командования будет это смотреть, я имею в виду, что ребят заставили, то есть, ну, поставьте себя на их положение. В той ситуации нужно просто было выжить. Сделали красивый там а-ля пионер-лагерь, построили городок, да. Этот батальон Осетия, он оказался инженерными войсками. Они очень быстро и красиво все это выстроили. Нас туда поселили в палатки, телевидение поснимало, как мы там размещаемся. На следующее утро приехал посол Украины в Россию. Сказал, что, ребята, мы про вас знаем, не переживайте. Переписал данные всех. И он говорит: ребята, держитесь, это как минимум неделька времени, потому что процесс обмена очень тяжелый. Ну, мы постоянно спрашивали, ну почему, у нас же нет войны с Россией, почему мы считаемся пленными? Официально мы не можем быть пленными, потому что мы осуществили переход на территорию смежного государства. Он говорит, ну, есть де-факто, а есть де-юре, вот так вот терпите. На родине они предатели, но где командиры, которые оставляли в окружении вопрос без ответа? С начала боевых действий на юго-востоке Украины более 500 военных пересекли границу России в надежде выжить. Их не задерживали, а напротив, помогали вернуться домой. А тех, кто был ранен, лечили в больницах, например, в Ростовской области. Николай Соколов, Вячеслав Подзолков, Вести, российско-украинская граница. Потом мы узнали, что нас обменяли на 9 заблудившихся десантников, да. Десантники, которые заблудились, это уже, ну, в априори не десантники, это какие-то там, ну, пионер-лагерь, может быть, да. Ну, вот так вот. 63 они поменяли на 9.